Ну вот, вы все время говорили о переизбытке ГСМ и незначительном ущербе от обломков, в кавычках. Но вода камень точит, и в связи с дефицитом топлива кое-где начали появляться очереди на заправках. Ну, давайте вот об этом и поговорим. Тем более, время пришло, есть подходящий повод. Давайте, наверное, начнем с цитаты о Минфине и Минэнерго, которые проведут корректировку демпфера. И поговорим про демпфер, про внеплановые ремонты. Минэнерго и Минфин подготовят изменения в законодательство по корректировке топливного демпфера, чтобы проект был рассмотрен на осенней сессии Госдумы, говорится в документе, который имеется в распоряжении ТАСС. Согласно документу, правительство намерено поднять точку отсечения топливного демпфера. Сейчас все объясним. Ну, правда, вот сейчас мы зачитаем и все объясним. ТАСС молодцы, они написали. Топливного демпфера, да, чтобы нефтяники могли рассчитывать на компенсационные выплаты при текущих ценах. По бензину ее могут поднять с 10% до 15%, по дизелю с 20% до 25%. Новые предельные цены могут достичь значений 69 тысяч рублей за тонну, 71 тысяча рублей за тонну по автомобильному бензину и дизельному топливу соответственно. Почему не написать сразу про автомобильный бензин и дизельное топливо? Ну да ладно. Так вот. Попробуем перевести на русский. И переводим на русский. Но для того, опять же, к сожалению, пары-тройки часов нету, поэтому кратко. В режиме политинформации. В 2018 году было принято решение о финальном витке большого налогового маневра. Это изменение налогового законодательства для нужд сбора средств с нефтегазовой отрасли. Были внесены некоторые изменения. После того, как изменения были внесены, кто-то в финансово-экономическом блоке заметил: ой. Вывезут все. Нет. Мы подаем сигналы экономического характера, что перерабатывать не надо, а надо все вывозить. Потому что параметры были такие. Мы перекладываем все налогообложение на добычу и постепенно снижаем вывозные таможенные пошлины на нефть и нефтепродукты. То есть всю нагрузку перекладываем на наш внутренний рынок, чтобы мы оплачивали все, что необходимо для балансировки государственного бюджета, а вывозить будут бесплатно. Вот. Так как нефтяники спросили: вы уверены? Просто до этого, говорят, лет 7-8 вы выстраивали отношения таким образом, что надо модернизировать нефтеперерабатывающие заводы, надо больше производить светлых нефтепродуктов, надо как-то вот в эту сторону работать. Поднимать экологический класс. Экологический класс, конечно, с 2016 года, между прочим, взяли, подняли, все, теперь он 5-й. У нас топливо до сих пор в 5 классе. Так вот. И так как заметили, в общем-то, вовремя, до 2019 года, когда нововведения в налоговом кодексе должны были заработать, решили: надо же какие-то стимулы выбрать для того, чтобы нефтепереработка продолжала работать, продолжала модернизироваться, и в 2018 году был крупный топливный кризис на внутреннем рынке. Правда, в ценовом сегменте. То есть само топливо было, но дорожало очень быстро. И в рамках купирования этого кризиса, который не удалось купировать традиционными методами... Я объясню просто. Вот логика нефтяников. Либо мы связываемся с нефтепереработкой, а это надо перегнать добытую нефть на нефтеперерабатывающий завод, придумать, как там с транспортом, трубопровод построить или железной дорогой. Все это переработать, продать через биржу, через внебиржевые контракты, развести по своим АЗС. Все это связано с какими-то производственными расходами, с бесконечным ростом налогов, или просто добыть нефть и вывести. Налоги будут уменьшаться, ничего делать не надо. Зачем нам завод? Можно гнать сырую нефть. Никаких проблем. Ну, это к вопросу о стимулах. Угу. Вот. И в рамках вот этого... То есть у нас есть изменения в налоговом законодательстве, есть ценовой кризис на внутреннем рынке. Опять же, ценовой кризис, не будем углубляться, там целая кипа проблем, включая, знаете, укрепившийся рубль. Вот сначала укрепившийся, а потом рубль вдруг неожиданно ослаб в самый неподходящий момент при дорожающей нефти. Ну, вот так иногда бывает. А нефть почему-то подорожала, налоги резко выросли, потому что налоги зависят от цены нефти в долларах. Да, в нашем налоговом кодексе налоги зависят от цены нефти в долларах. Ну, это ладно, это бывает. И от курса национальной валюты. Ну, и там в рублях получилось очень быстрое подорожание, очень быстро выросли налоги. Это был один из факторов. И там были еще другие, ценовой кризис. Правительство в итоге договорилось с нефтяниками, что те будут сдерживать рост розничных цен на сетях этих самых нефтяников.
в пределах годовой инфляции, не выше. И вот как... Так называемый протокол Козака, если увидите, это соглашение на тот момент, когда вице-премьером, отвечающим за ТЭК, был именно господин Козак. И именно такое согласие. В течение года рост цен на сетях, принадлежащих вертикально интегрированным компаниям, то есть те, кто работает в режиме от устья скважины до бензобака, вот на их АЗС рост цен должен быть ограничен уровнем инфляции, не выше. Не выше. Лучше ниже, но не выше. Да, но не выше. Так вот, как это все связано с тем, что мы только что зачитали? Вот был механизм придуман, который одновременно и помогает рентабельности нефтепереработки в этих интересных условиях, и служит финансовой подушкой безопасности, которая позволяет периодически, если вдруг что-то нехорошее на бирже происходит, а биржа это святое, уходить в минус при продаже моторных топлив. Эта штука называется демпфирующая надбавка. Чтобы эта демпфирующая надбавка работала как следует, и чтобы никто не воспользовался ею во зло, во вред, была придумана точка отсечения. То есть уровень цен у нас внутри, на бирже, Санкт-Петербургской, международной, товарно-сырьевой. А есть внешние цены, на которые мы до сих пор ориентируемся. Они где-то в Роттердаме находятся. Мы в Роттердам ничего не поставляем, мы туда ничего не продаем, но мы все еще ориентированы на Роттердам. Дважды президент просил навести порядок в налогообложении, дважды и Министерство финансов, и по законопроекту голосование досрочное, с тем, чтобы никто не мешал заниматься демпфирующими надбавками, а то пишут тут всякое. Ну вот. И вот есть точка отсечения. Если разница слишком велика, то демпфирующая надбавка не выплачивается. Что такое демпфирующая надбавка по своей сути? Открываем статью 200 Налогового кодекса Российской Федерации, обнаруживаем ее название «Налоговые вычеты». Это налоговый вычет. То есть у нас крупнейший, второй по величине, крупнейший налог, собираемый для нужд государственного бюджета, это налог на добычу полезных ископаемых на нефть. В прошлом году он уступил НДС 5 триллионов рублей. Ого, 5 триллионов, но НДС дал 15 триллионов, а НДПИ на нефть дал 10 триллионов рублей. Ну, вот такой, знаете, маленький скромный налог. Из этого налога через месяц после его уплаты возвращается какая-то часть. Часть зависит от биржевых котировок внутри Российской Федерации и от биржевых котировок на бензин и дизельное топливо в Роттердаме. Почему в Роттердаме? Ну, так вот, потому что... Так решила Государственная Дума и Совет Федерации. Ну, собственно говоря, да. И вот в налоговом кодексе у нас до сих пор Роттердам. Еще раз, если нефтяники, вот, владеющие заводами, не только добывающими, но и перерабатывающими, выясняют, что при экспорте денег заработать можно больше, они будут экспортировать все. Но поскольку на внутреннем рынке должно что-то оставаться, вот эта упущенная прибыль, это и есть вот этот демпфер, так называемый. Вот для того, чтобы уравнять, чтобы нефтяникам было одинаково выгодно как экспортировать, так и работать внутри России. И при этом есть обязанность по поставке топлива на биржу, есть обязательства перед правительством о сдерживании розничных цен, ну и так далее. И при этом у нас биржевое ценообразование. Вроде как, хотя оно на самом деле не биржевое. То есть у нас есть биржа от биржевых котировок. Давайте мы глянем, кстати, на биржевые котировки. Вот как раз картинка такая с красненькими циферками. В результате применения всех демпфирующих механизмов. Не-не-не, но это не демпфирующий механизм, это другое. Так вот, это... Это результат. Так вот, это у нас пятница, итоги торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже. Котировки пошли вниз. Котировки пошли вниз, видимо, потому что уперлись, наконец, в отсутствие спроса, в панические настроения, которые до этого были, что надо все быстрее купить побольше, вдруг нам не хватит. В отсутствие экспорта. И в отсутствие экспорта, да. Так вот, это вот биржевые котировки. На что они влияют? На оптовую цену. Но оптовая цена ведь должна определять розничную. Нет, не должна. Потому что биржевое ценообразование у нас влияет на оптовые цены влияют на маржинальность работы автозаправочных станций, ну и сетей автозаправочных. А розничные цены у нас определяются налогами, договоренностями между нефтяниками и правительством о сдерживании розничных цен. Протоколом Козака. Вот. И лишь в третью очередь куда-то туда вот этими показателями. То есть оптовые цены у нас частично влияют на розничные. Но по большому счету не влияют. Они у нас влияют, скорее, вот один из зрителей спросил про нехватку. Давайте сначала на график посмотрим, красивый, веселый, чтобы... Прежде чем цены стали падать? Они росли. Это 95-й бензин.
видите, вот некоторое снижение было в середине августа. Там приняли решение о продлении запрета на экспорт для производителей и непроизводителей. Кто зелененький? Синенькие – это как раз биржевые котировки. Зеленые – это внебиржевые сделки. Вот, там есть некоторое снижение, а потом начались внеплановые ремонты. Ну вот как раз к вопросу. Внеплановые ремонты, с одной стороны, действительно оказывают какое-то воздействие. Правда, какое воздействие оказывают, мы не знаем, потому что закрыта информация о производстве нефтепродуктов. Ну, просто как факт. Это не хорошо, не плохо, факт. Она закрыта. Она закрыта, а так как внеплановые ремонты происходят на разных предприятиях, то иногда люди начинают паниковать и делать выводы, ориентируясь просто на то, что, ну, новость же прошла. Например, есть такой Новошахтинский завод нефтепродуктов. Мы как раз тут перед выпуском его обсуждали. Это очень интересное предприятие. На его сайте написано, что это крупнейший поставщик нефтепродуктов на юге России. Если вдруг, господа, с этого завода вы смотрите этот выпуск, я вас очень прошу, уберите уже, наконец, эту подпись. Ну, во-первых, она, вызывает ее истинность вызывает некоторые сомнения. Во-вторых, 92% производимых нефтепродуктов на этом заводе идут на экспорт. Да, запретно. Вы расположены на юге, это Вы правда. расположены на юге, да. Новошахтинск, он как бы на юге. Но 92% это 3 квартала 2024 года. Это последняя информация, которая у них выложена. Это экспортно-ориентированный завод. Кто-то скажет, но ведь запретили же экспорт товарных бензинов. А вот мазут можно вывозить, дизельное топливо можно. Прямогонный бензин можно. То есть, когда вы видите новость о том, что вот с этим заводом что-то нехорошее произошло, там тушат пожар от обломков, то очень странно связывать это. Да, это очень странно связывать с стабильностью внутреннего рынка. Это не значит, что надо восхищаться тем, что ой, ну и ладно, и вот пострадали какие-то люди, которые ориентируются на экспорт. Нет. Просто нужно понимать, что это не влияющий на ситуацию на внутреннем рынке завод. Ну, а так как у нас нет открытой статистики, то такого рода новости очень хорошо заходят в широкой аудитории. Включая ту часть, которая бежит на торги, делает дополнительные запасы, котировки растут, хотя спроса нет, в итоге упираются в отсутствие спроса, и все падает. И вот тут мы... Конечно, отдельное спасибо всем тем, кто мог бы объяснить, что это за завод, на какой рынок он работает, но этого не делает. Поэтому мы вот обращаемся, если вдруг нас смотрит кто-то из рук, уберите, пожалуйста, надпись про крупнейший поставщик. Я понимаю, что в любое другое время это прекрасная надпись, очень хорошо вас характеризующая, но в наше неспокойное время вы вводите широкую аудиторию в заблуждение. И по телеграм-каналам начинают бегать новости из серии «Крупнейший поставщик на юге, ай-яй-яй». Нет, это не влияющее на внутренний рынок предприятий. Кто дает информационное сообщение, обращайте внимание на профиль завода. Так вот. Напишите, просто возьмите, напишите. Да, это действительно серьезное ЧП. Да, действительно могли пострадать люди. Но это не имеет отношения к ситуации на внутреннем рынке России. Это одна строчка в вашем информационном сообщении. Это несложно. Ну и, собственно говоря, как изменилась цена моторных топлив с начала года, давайте глянем в процентном соотношении. На бирже. Нет. Мы теперь посмотрим в рознице. Да. Посмотрим в рознице. Вот так изменилось. А теперь давайте сразу, глянем, если что, на ВК, можно потом на ВК-видео посмотреть выпуск этой программы, если вы что-то из статистики, из цитат не прочитали, поставить на паузу, можно посмотреть дальше, и посмотреть, а мы побежим дальше, потому что, страшную вещь скажу, дизельное топливо за неделю отчетную по данным, нет, не надо, это рано. Так вот, дизельное топливо подешевело. Подешевело. Вот у нас говорят, ничто не дешевеет. Вот по данным Росстата, дизельное топливо за неделю подешевело. С начала года, да, оно подорожало. Однако давайте теперь глянем в абсолютных показателях, как изменились цены. То есть относительно и понятно. Как в абсолютных показателях. Вот как раз следующую табличку можно нам показать. Вот. Это с середины января по 18 августа. Вот можем глянуть. А теперь еще один момент. Так как у нас розничные цены... Данные Росстата. Это данные Росстата. Каждую неделю публикуются. Так как у нас оторваны розничные цены от цен оптовых, то иногда у нас получается интересная ситуация. А это получалось в 2021 году, это чтобы не было у широкой нашей аудитории желания сказать, понятно, в такое время живем. Не-не-не, в 2021 году такое было. Например, когда в рознице
приходилось топливо продавать в минус, либо приходилось независимым сетям, которые не сдержаны вот этим договором с правительством. Которые не имеют собственной переработки, вот поднимать линейно приходят на биржу, подписывают договор, получают топливо. Вот, им приходилось поднимать цену топлива. Поднимать ее, выше рынка получается, потому что иначе работаешь в минус. А теперь заметим, в Крыму и в Севастополе, тут вот про дефицит, прочее, прислали мне фотографию. Крупная сеть. Отсутствует. И написано, что 95-го, 92-го нету. Не, что значит нет? Там просто ноль. Нету. Подразумевается. Ноль есть. Ноль есть. А ноль это уже что-то. Так вот, потом руководство региона и города федерального значения Севастополя и Республики Крым подтвердили, да, проблема есть. Но вот знаете, возможно, проблема есть. И, возможно, она действительно связана с логистикой. Так объясняет руководство и Крыма, и Севастополя. Что логистика, понимаете, вот сети нам говорят, логистика сложная, поэтому сотый бензин есть, дизельное топливо есть, а вот 92-го, 95-го нет. А вот я смотрю и думаю, это просто моя мысль. Я никого ни в чем не хочу, разумеется, обвинить. Просто мысль. Как так совпало, что вот 92-й и 95-й бензины, если их сейчас взять на бирже и попытаться продать даже по тем невменяемым ценам, которые мы наблюдаем в Республике Крым и городе федерального значения Севастополя, все равно уйдут в минус. То есть оптовые цены таковы, а розничные таковы, что если вы продаете даже при чуть повышенных ценах крымских, чуть это относительно некой средней температуры по больнице, так, еще раз, цены невменяемые. Все равно вы будете уходить в минус. И как-то так получилось, удивительно, что именно те два топлива, по которым сейчас уходит в минус, 92-й и 95-й бензины, отсутствуют. А может так быть, что кто-то, не все, но кто-то из сетей просто решил не покупать пока это топливо или повременить. Чтобы не уходить в минус. Может чисто теоретически так быть. Я знаете, это вот мысль, которая, невольно возникает. Если ты понимаешь, что дизельное топливо продается в плюс, сотый бензин продается в плюс, 98-й, кстати, тоже, а вот 92-й, 95-й в минус. И здесь возникает логистическая проблема. Но 24 августа, сегодня, крупные сети крымские обещали все доставить. Логистическая проблема рассосалась. До этого была а теперь решилась. Дизельное топливо по Крымскому мосту проехать может, а бензин? Я страшно скажу, наверное, и морем как-то дизельное топливо проще, так, на веслах. А бензин на веслах 92-95 было никак. Сейчас подвезли весла. И вот в завершении как раз про Крым и Севастополь. Почему? Это крайне показательные регионы. Новые регионы смотрят на Крым, Севастополь в том числе, смотрят на реалии ценовые там. Надо все-таки как-то заботиться об этих ценовых реалиях. И вот под конец я предлагаю посмотреть на то, как изменились цены в Крыму и в Севастополе с начала года. Потом еще раз можно будет запись программы посмотреть, сравнить со средними показателями по стране и посмотреть, как они изменились в Крыму и в Севастополе. И, наверное, попросить руководство регионов чуть чаще общаться с представителями крупнейших сетей региона, чтобы не только эти сети доводили свое мнение до руководства региона, но и руководство региона тоже доводило чуть более настойчиво свое мнение, свое видение неких реалий до руководства этих самых сетей. Наша программа близится к завершению. Про ЗИО «Подольск», я думаю, вы услышите много хороших слов от Бориса в других выпусках. Он периодически вспоминает. Еще были заданы... вообще нельзя забывать. Да, еще были заданы вопросы, написаны комментарии, но мы на них, к сожалению, уже не успеем ответить. Но, если что, присоединяйтесь к нам не только в 7 часов вечера по воскресеньям, но и в наших соцсетях «Нефтегазовая игра», мой персональный телеграм-канал Борис Марцинкевич в Телеграме, или «Геоэнергетика Инфо». Тоже можно на разных сервисах найти. А на сегодня, дорогие друзья, все. Всего хорошего.